Главная афера Казахстана. Как чиновники украли миллиарды, а народ остался с бетонными столбами. Поезда нет, а деньги исчезли. Легкорельсовый транспорт, ЛРТ, должен был стать гордостью Астаны. Современный, быстрый, удобный, именно таким его представляли, когда в 2011 году власти объявили о начале строительства. ЛРТ должен был решить транспортные проблемы столицы, разгрузить дороги и создать удобную систему передвижения. Но вместо высокоскоростных поездов жители получили бетонные опоры, которые уже больше 10 лет стоят без дела. Деньги, выделенные на проект, испарились, сроки постоянно сдвигаются, а чиновники продолжают выдавать новые обещания. Власти говорят, что проект все же достроит, но каждый новый бюджет — это очередной миллиард, который уходит неизвестно куда. Сколько еще продлится этот фарс? Пройдем коротко, как начинался проект. Проект ЛРТ был представлен в 2011 году. Первоначальная стоимость — 1,8 миллиарда долларов. Планировалось, что Астана получит современный транспорт к Экспо-2017, но сроки сразу начали сдвигаться. Уже к 2015 году стало понятно, что проект буксует, а после выставки в 2017 году стало очевидно, денег нет, а ЛРТ так не запущен. В 2019 году власти признали, что проект оказался финансовой катастрофой. В результате долгих проверок выяснилось, что бюджет ЛРТ раздут до 2,6 миллиардов долларов, но большая часть этих денег просто исчезла. Часть чиновников арестовали, несколько человек получили сроки, но главные организаторы хищений остались на свободе. Вопрос о достройке ЛРТ поднимался снова в 2022 и 2023 годах. Теперь проект обещают завершить к 2026 году, но никто уже не верит этим словам. Бетонные колонны продолжают стоять посреди города, ржавея под солнцем и напоминая о том, как в Казахстане осваиваются бюджетные деньги. Как украли миллиарды? Завышение стоимости – классическая схема обмана. С самого начала заявленная стоимость ЛРТ составляла 1,8 миллиарда долларов. Уже тогда сумма выглядела завышенной, если сравнивать с аналогичными проектами в других странах. Однако дальше все пошло по привычному сценарию, смета начала расти. Чиновники ссылались на удорожание стройматериалов, инфляцию, дополнительные расходы на проектирование. Постоянно появлялись новые проблемы, требующие дополнительного финансирования. В итоге проект подорожал почти на $1 миллиард, но при этом никакого прогресса на строительной площадке не было. Никто не объяснял, почему в других странах на такие же проекты тратят в 2-3 раза меньше. Почему в Китае целые города с нуля строят быстрее, чем в Казахстане одну ветку ЛРТ? Ответ очевиден: чем выше стоимость, тем больше можно украсть. Меньше чем брейк-тайм равно 0. 5s/ больше чем. Фиктивные контракты и липовые подрядчики, деньги просто испарились. Проекты такого масштаба всегда сопровождаются тендерами. На бумаге это выглядит как честная конкуренция между компаниями, но в реальности все давно решено заранее. Побеждают те фирмы, которые принадлежат нужным людям или согласны откатить значительную часть суммы обратно чиновникам. Многие из подрядчиков, получивших миллионы долларов на строительство, просто не выполнили работы или сделали их настолько плохо, что все пришлось переделывать. Это классическая схема: компания выигрывает тендер, получает бюджет, имитирует деятельность, а потом исчезает, оставляя после себя только бетонные опоры. Вскрылись даже факты, что некоторые фирмы, получившие многомиллионные контракты, были зарегистрированы буквально за несколько месяцев до конкурса. У них не было ни опыта, ни оборудования, ни кадров.
Их единственной целью было вывести деньги и исчезнуть, оставив проект в замороженном состоянии. В результате часть подрядчиков закрылась, часть попала под расследование, но деньги уже были переведены и выведены из страны. Вывод средств за границу, украденное никогда не остается в Казахстане. Каждый раз, когда речь идет о миллиардных хищениях, у чиновников работает одна и та же стратегия не держать деньги в стране. Они понимают, что в Казахстане их в любой момент могут арестовать, поэтому сразу же переводят украденное в офшорные счета, недвижимость и бизнес за рубежом. Деньги, выделенные на строительство ЛРТ, осели на банковских счетах в Европе и Турции. Часть средств была вложена в элитную недвижимость за границей, принадлежащую людям, связанным с этим проектом. Некоторые чиновники даже получили гражданство в других странах, чтобы в случае разоблачения просто исчезнуть. Эти миллионы могли пойти на дороги, школы, больницы. Они могли улучшить качество жизни казахстанцев. Но вместо этого их владельцы покупают виллы в Дубае, ведут бизнес в Европе и оставляют Казахстан разбираться с развалинами их работы. Показательные аресты жертвы ради видимости борьбы с коррупцией. Когда разразился скандал с ЛРТ, власти были вынуждены что-то делать. Слишком много людей знало о масштабах хищений, и бездействие выглядело бы откровенным плевком в лицо народу. Тогда было решено провести несколько громких арестов. Несколько чиновников получили сроки. Выявили виновных в растрате, но главные организаторы схемы избежали наказания. Фигуранты дела, имеющие реальные связи, просто сменили должности или уехали за границу. Это стандартная практика. Сажают мелких исполнителей, бухгалтеров, посредников, но настоящие организаторы, те, кто согласовывал тендеры, контролировал переводы, утверждал бюджеты, остаются на свободе. Более того, они продолжают руководить другими проектами, где используют те же схемы. Чиновники боятся только одного — потерять контроль. Они знают, что народ устал терпеть, но уверены, что могут продолжать врать, обещая достроить ЛРТ в ближайшие годы. Власти продолжают обещать, что ЛРТ все же будет запущен. Новый срок — 2026 год, но в это уже мало кто верит. Казалось бы, строительство давно начато, колонны стоят, рельсы можно проложить, что мешает. Ответ очевиден: чиновники тянут время, чтобы снова получить новые бюджеты. Каждый новый кредит на достройку — это новая возможность украсть деньги. Колонны ЛРТ уже начинают разрушаться, а их ремонт потребует еще миллиардов. Чем дольше затягивается проект, тем больше денег можно освоить под видом дополнительных расходов. Эксперты уже говорят, что итоговая стоимость ЛРТ может превысить $3 миллиарда. Это в несколько раз дороже аналогичных проектов в других странах, где транспортные системы уже давно работают. Что это значит для простых людей? За годы строительства ЛРТ в Астане изменилось многое. Население города выросло, пробки стали еще больше, а общественный транспорт по-прежнему не справляется с нагрузкой. Люди тратят часы в переполненных автобусах, стоя в пробках, в то время как миллиарды исчезают в карманах чиновников. Вместо новых дорог — бетонные руины. Вместо удобного транспорта — пустые обещания. Вместо модернизации — вечное освоение бюджетов. Каждый житель Астаны ежедневно видит эти бетонные колонны. Они напоминают, что коррупция в Казахстане не просто существует, она управляет страной. Пока одни чиновники меняют должности и продолжают воровать, народ вынужден ждать, когда ЛРТ наконец поедет. Но главный вопрос остается без ответа: а поедет ли он вообще?
Или перед каждым новым сроком нам будут снова говорить, что нужно еще немного подождать, а заодно выделить еще несколько миллиардов на завершение проекта.